Снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 11 апреля и вечерний традиционный обзор событий на фронтах, что происходит и чего, собственно говоря, можно ожидать в ближайшие дни. Начнем традиционно с северного направления. Сегодня очень интересно выложили видео на украинских пабликах о том, что якобы был зачитан приказ Зеленского о том, чтобы украинские вооруженные силы переходили границу с Российской Федерацией и далее атаковали российские населенные пункты. Как я могу прокомментировать данные новости? На самом деле за последних пару дней я наблюдаю очень интересную перегруппировку украинских вооруженных сил в этом районе. Причем, как я вижу, действительно какие-то провокации на западной части Белгородской области планируются со стороны Сумской области и со стороны Харьковской. Вот этот вот участок со стороны Краснополья и до Золоча, вот здесь на сейчас собрано несколько тысяч солдат вооруженных сил Украины, примерно до бригады, возможно до полутора бригад. И не исключено, что в этом направлении они попытаются провести демонстрацию. Также довольно внушительный отряд собран сегодня в районе населенного пункта Теткино до механизированного батальона. И вот эти все силы сейчас действительно могут быть опасны. Какие-то провокации они попытаются обязательно совершить. Но с учетом того, что российскому командованию эта концентрация войск известна, не думаю, что у них что-то получится. Тем не менее, жителям вот этого региона я бы посоветовал временно покинуть свои населенные пункты во избежание проблем. На остальных направлениях беспокоиться пока нечего. Но в этой связи хочу прокомментировать события севернее Харькова, потому что тоже очень много домыслов, очень много кривотолков. Вчера вечером появились сообщения о том, что, мол, российские войска окружены в районе севернее Харькова, что противник наступает и отрезал какие-то российские части. Никаких российских частей никто не отрезал. Просто в этом районе вооруженные силы Украины заняли несколько сел так называемой серой зоны. Не исключено, что это является частью подготовки вот этого наступления на запад Белгородской области. Главной целью которого является сковать как можно большее количество российских вооруженных сил на этом направлении и не дать им принять участие в наступлении на Донбасс. Итак, с этим вопросом мы разобрались. Теперь, что у нас происходит на Донбасском фронте? Постепенно в районе Изюма идут атаки на все более и более южные населенные пункты по направлению к Барвенково. Российские войска медленно продвигаются, при этом нанося мощнейшие удары артиллерийские, авиационные по ходу своего продвижения. Идет интенсивная работа беспилотных летательных аппаратов. Но, повторяю, как и раньше, это пока не основное наступление российских вооруженных сил. Это только подготовка к этому самому наступлению. Ну и последнее сообщение из Киева о том, что на Донбасс перебрасывается все больше и больше количество войск. Их уже там довели до 100 тысяч человек. Но в основном сегодня сюда идут уже не кадровые части, их просто банально там не хватает, а идут уже резервисты, первый, второй, и даже есть информация, что туда начинает попадать так называемая территориальная оборона, один из батальонов которой был переброшен на Донбасс. И в этой связи я бы хотел отметить очень важный момент. В связи с тем, что теперь российским вооруженным силам чаще придется уже работать с не кадровыми войсками, а с резервистами, есть смысл проводить интенсивную информационную работу по информированию солдат вооруженных сил Украины, чтобы они быстрее сдавались в плен. Потому что многие из них на самом деле морально это сделать готовы. И их к этому надо подтолкнуть. Ну и также, судя по дислокации украинских вооруженных сил, новый Мариуполь предполагается сделать в Славянске и Краматорске, возможно в Лисичанске. Именно эти три города очень усиленно укрепляются, очень серьезные линии обороны строятся, и не исключено, что, к сожалению, эти города может ожидать участь Мариуполя. По остальным городам пока ничего подобного сказать не могу. Все будет зависеть от того, куда конкретно будут наступать российские вооруженные силы. Скажу лишь, что уже сегодня идет интенсивная артиллерийская работа в районе Васильевки. Степногорское, это запорожское направление, и далее на восток. То есть российские войска постепенно усиливают артиллерийские обстрелы и готовятся здесь к атаке. Также хочу прокомментировать очередные слухи из Херсона, Николаева. Вот, ребята, вот честно, меня уже комментаторы из Херсона реально достали. Сколько можно повторять? Панику в городе разводят сознательно силы специальных операций ВСУ. И от того, что вы мне каждый день будете забрасывать личку сообщениями о том, что Юрий, у нас все плохо, надо включать панику, посмотрите свои же собственные сообщения, которые вы мне писали 2 недели назад. Вот чем они принципиально отличаются от сегодняшних? Ничем, кроме даты.
Так вот, 2 недели вас кошмарят этими сообщениями. А пока на этом направлении у ВСУ все очень и очень плохо. Во-первых, была отбита попытка наступления реальная. Я уже рассказывал об этом, когда грачи прилетели. Там концентрировалась небольшая группировка, по ней нанесли удар артиллерия и авиация, и эта группировка испарилась. Потом была попытка провести какие-то партизанские диверсии. Списки диверсантов быстренько были, как говорится, найдены, и диверсанты в количестве более 100 человек нейтрализованы. А некоторые части, которые попытались наступать на этом направлении, попали в огневые мешки. Я понимаю ваше состояние, я понимаю, что у вас нервы на пределе. Если вот действительно вы так поддаетесь панике, уезжайте. И не передавайте панику остальным. Вот это то, что я могу сказать по Херсону и Николаеву. Ну и основные события сегодня происходили в Мариуполе, где гарнизон Мариуполя попытался прорваться. Собрав всю наличную оставшуюся у них технику, автомобильную, броню, они нанесли на них опознавательные знаки российских вооруженных сил и попытались продвинуться в северное направление. Естественно, эту колонну разгромили, значительную часть солдат уничтожили на месте, ну, некоторые разбежались по окрестностям, сейчас их вылавливают. Также пришло сообщение о том, что российским войскам сдались очередные морпехи в количестве 160 человек, а морской порт города полностью зачищен от противника. И, соответственно, на сегодняшний момент осталось взять только Азовсталь, ну и немножко там чуть-чуть на север. Вот это примерно то, что происходит сейчас на фронтах украинской войны. На этом по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.